Здравствуйте! Сегодня к нам приехал на ремонт Ford Focus 1 с мотором Splitport. Вот он, данный автомобиль. Был куплен неделю назад. Привезли мне его посмотреть, ну и устранить недочеты. Автомобиль, по словам новых владельцев, ну и не только новых, но и старых, да и самих этих, утверждает, что данный автомобиль обслуживался в Форд-центре город Магнитогорск. Вот. С чем они приехали? Треск клапанов на холостых, ну, незначительный стук клапана. Сначала думали гидрокомпенсаторы, ну, либо анкера. При включении любой функции драйв, задняя скорость, ну и тому подобное, треск увеличился до такой степени, и такое ощущение было, что стучит все в моторе. Звонкий треск, прям невозможный. Вот. Думали, искали. В чем причина? И детонация по кузову. Ну, детонацию мы все нашли. Это вот подушка. Вот она, подушка передняя. Вот она. Но в Форд-центре, говорят, мы делали, а была она у нас вот таким образом. Вот какой-то шланг был вставлен. Вот эта штука вот, оборванная. И закручено все было. Ой-ой-ой, куда я дел? И закручена была вот такая вот шайба от какой-то подушки или от опорника. Я не знаю, от чего это. Вот так вот сверху было сделано. Вот. Но это тоже не суть. Решили проверить, не делали в зажигании, ну то есть в ремне, правильно ли установлен, все по метру. Когда открыли крышку, вот она, смотрите, я вам сейчас все покажу. Сейчас подождите, вот, чтобы видно было. Вот, смотрим. Самое первое, что бросилось в глаза, наверное, и вам, ребята, бросится в глаза, почему ремень так съехал. Интересно. Посмотрели, все вроде ровно. Ремень не жрет, но он съехал. То есть он должен стоять так вот, по роликам, то есть он ровно идет, по помпе ровно идет, ну и там ровно идет. Ну ладно. Поставили метки. Обнаружилось, что метки стоят неправильно. А именно распредвал, коленвал в верхней мертвой точке, распредвал уже на 2 зуба перешел в верхнюю мертвую точку. То есть получается, что клапана уже открываются, хотя они еще не должны открываться. Все. Экспериментально мы выставили метки, завели мотор. Это я все потом вам во второй части покажу. И треск я назад установлю, как было на 2 зуба назад, чтобы вы послушали звук мотора. И потом назад на метки, то есть звук этот исчезнет сразу. Мотор заработает отлично. Но больше всего нас беспокоило, почему ремень съехал. Мы его поставили, все как положено, опять запустили мотор, ремень буквально там за доли секунды съезжает вот на это расстояние и остается. Ё-моё, ходили, думали, ребята, долго мы думали. Я даже уже не выдержал. Позвонил, вот у нас второй фокус стоит.
но этот фокус европеец. То есть тут мотор другой, ну и все другое. Но у человека есть книга. И что мы обнаружили по книге? Это было вообще изумление. Автомобиль обслуживался в Форд-центре. Неужели там, ребята, ладно я не часто сталкиваюсь, у меня все подряд. Вот с этим мотором я первый раз пока столкнулся, вот его делаю. Ну а там-то как бы Форд-центр, город Магнитогорск, подчеркиваю. Так что, ребята с Магнитогорска, обратите внимание, что у нас в Форд-центре профессионалы чудят. А оказывается, вот эта звезда стоит неправильно, она перевернута. Как профессионалы в данном Форд-центре города Магнитогорска. Уж извините, что я так часто это повторяю, но мне это уж прям... Ой. Могли допустить такую ошибку. Мало того, что они перескочили на 2 зуба метки, так они еще умудрились поставить неправильно звезду. Они ее перевернули. И вот сейчас мне придется все это делать. Вот такая вот петрушка, как говорится, по-русски говоря. А все едут туда и ремонтируются за большие деньги, опасаясь таких вот маленьких мастерских, где ребята работают. Если что-то их не устраивает, они ищут литературу. Я тоже отношусь в это число. Читают. Они на... Сейчас просто матершинное слово должно было быть. Делают. Поэтому, ребята,